Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу вас познакомить с замечательной техникой вязания спицами и вот таким простым, но очень интересным двусторонним жаккардовым узором. Вяжется этот узор довольно просто, он интересен, можно создавать разные цветные вариации. Вообще можно вязать этим узором разные формы, фигуры, но я выбрала самый простой вариант, вот такие вот квадратики или клетки. Посмотрите, с одной стороны вот такой цветной вариант, и с другой стороны идет отображение цветов. То есть этот узор получается двусторонний, причем при использовании двух ниточек не слишком толстых, вот такой средней толщины, это у меня полухлопок, получается довольно такое пышненькое, толстое, плотное полотно. И вот из такой ниточки средней толщины можно связать замечательный плед, покрывало. А также можно вязать, допустим, шарф, который будет двусторонний. Можно связать какие-то другие вещи. Тоже будет смотреться очень интересно такой рисунок. И для второго образца, вот здесь я тренировалась, вязала образец из пряжи БУ. И хочу вам еще показать второй образец и второй цветовой вариант вот из двух вот таких цветов. Это пряжа Газал Organic Baby Cotton в 50 граммах 115 метров. Здесь, в принципе, примерно та же толщина нити, что и здесь я использовала, только другие как бы цвета, немножко другая пряжа. Здесь я вязала клеточки шириной или квадратики шириной на 5 петель и высотой 10 рядов, как квадратики. Но можно вязать такой узор, создавая любой раппорт на любую ширину, допустим, или высоту. Второй вариант: я хочу связать квадратики шириной 4 петли, высотой 8 рядов и плюс 2 кромочные. То есть я наберу, допустим, для 5 повторений 20 петель плюс 2 кромочные. Дорогие друзья, если вам понравилась эта техника вязания, понравился узор, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, чтобы вы связали, используя такой узор и такую технику вязания спицами. Начинаю вязать узор. Я буду использовать спицы номер 4, а также я приготовила маркеры, чтобы не сбиваться в узоре. И начинаю набирать петли, сразу используя два цвета. Вначале оставляю длинный хвостик. Длина хвостика должна быть равна тройной длине начального ряда. И далее на одну спицу, сразу используя двойную нить, набираю петли, как при классическом способе. Вот такие двуцветные петли. И я набираю 22 петли для 5 повторений узора, 20 петель на раппорт 4 петли клеточка и плюс 2 петли кромочные. Вы можете набирать даже на клеточке шириной 10 петель. Допустим, если вы хотите, чтобы у вас клеточка была широкая, как два квадратика, допустим, и высотой, допустим, 20 рядов, то набирайте 10 умноженное на количество повторений плюс 2 кромочные. Хотя, по сути, кромочные вы тоже можете, если вы хотите вот кромочная провязываться тоже двойной нитью, хотите широкий край, то оставляйте, допустим, 3 или 5 петель на одну кромку. То есть здесь тоже можно использовать разные варианты, смотря какой эффект или какое изделие вы вяжете. Итак, я набрала нужное количество петель и начинаю вязать первый ряд. Смотрите, первая петля кромочная, всегда провязываем первую и последнюю кромочную петлю лицевой. Далее начинаем вязать как бы первый квадратик. Первый квадратик я буду вязать сразу, видите, однотонным цветом и буду выполнять вот в первом ряду. Здесь в начале буду провязывать светлые квадратики по этой стороне, то есть провязываю, захватываю только светлую нить и захватываю с указательного пальца тоже светлую нить, провязываю лицевой. Это я провязала петлю с лицевой стороны. И далее с обратной стороны провязываю только темную нить
захватывая тоже с указательного пальца только темную нить, изнаночную. Получается, я одну петлю провязала с одной стороны, вторую петлю провязала с другой стороны. Это правило двустороннего жаккарда. И далее повторяем. Вновь делим петлю на 2 нити, светлую петлю провязываем лицевой, захватывая светлую нить, и темную провязываем изнаночной, захватывая только темную нить. Итак, мне необходимо провязать для первого квадратика вот 4 двойные петли. 3 и 4 петля, так как у меня я сделала раппорт 4 петли квадратик в ширину. И 4 изнаночная. Далее ставлю маркер как завершение вот первого квадратика. Следующий квадратик на 4 петли у меня будет провязан двойной нитью, и провязываю 4 лицевых, захватывая и со спицы, заводя со спицы за 2 петли и захватывая тоже 2 нити с указательного пальца. 3, 4. Вот мы вяжем, получается, чередуем квадратики лицевой гладью и квадратики платочной вязкой, которые провязываются сразу двойной нитью. Ставим маркер. Далее следующий квадратик тоже будем вязать светлые лицевые, темные изнаночные. И смотрите, также подхватываю светлую нить и провязываю лицевой. Вторую провязываю темную нить изнаночной, захватывая темную нить. И повторяю: светлая лицевая, темная изнаночная, светлая лицевая, темная изнаночная. И нам необходимо провязать 4 двойных петли. 1, 2, 3 и 4 петля лицевая и 4 изнаночная. И получается, мы закончили вязать уже 3 квадратик. Ставим маркер, чтобы не сбиваться. И вновь идет квадратик, который мы вяжем двойной нитью платочной вязкой. Здесь мы провязываем 4 лицевые, захватывая здесь двойную петлю и захватывая тоже двойную нить. Провязав 4 лицевые, ставим маркер и завершаем вязание. Здесь тоже провязываем светлые лицевые, изнаночные темной нитью, светлые. Здесь, если первая темная, мы все равно захватываем светлую лицевую первую, вторую темная изнаночная, лицевая, лицевая светлая, захватываем, и темная изнаночная. И здесь у нас осталась 4 лицевая светлая и изнаночная темная. И осталась 1 петля, то есть мы провязали 4 двойных петли, и осталась кромочная 1, мы ее провязываем двойной нитью, тоже лицевой в конце ряда. Далее, смотрите, поворачиваем вязание, начинаем вязать второй ряд. И здесь у нас цвета меняются. То есть, если мы здесь вязали светлые квадратики лицевой гладью, то здесь у нас будут лицевой гладью провязаны темные квадратики. Те, которые провязаны двойной нитью, они так и будут дальше вязаться двойной нитью. И начинаем второй ряд. Первая кромочная лицевая, далее идет лицевая темной нитью, а изнаночная светлой нитью. Лицевая темной нитью, изнаночная светлой нитью. Лицевая темной, изнаночная светлой. И 4-й раз лицевая темной, изнаночная светлой. Вот закончили первый квадратик, маркер. Здесь идет платочной вязкой, двойной нитью провязываем 4 лицевых. Далее идет следующий однотонный квадратик, тоже лицевая темная, здесь светлая изнаночная, лицевая, изнаночная, меняем цвета, лицевая и изнаночная, лицевая, захватываем только темную,
И изнаночная захватываем только светлую нить. Переносим маркер. Следующий квадратик двойной нитью 4 лицевых. Квадратик платочной вязкой. Вновь переносим маркер. И последний квадратик лицевая темной, изнаночная светлой. Лицевая темной, изнаночная светлой. Лицевая подхватываем только темную, изнаночная светлой. И последнее повторение. И остается одна кромочная, ее провязываем двойной нитью лицевой. Поворачиваем вязание и третий ряд. Третий ряд, здесь мы вяжем с этой стороны, получается по нечетным рядам здесь будут идти светлые квадратики лицевой, с обратной стороны идут темные квадратики. Обратите внимание, здесь в этом образце я вяжу все как бы квадратики на одной стороне одного цвета, то есть они у меня здесь все светлые, с обратной стороны все темные. И чередовать я буду: здесь провяжу квадратики в одном ряду все светлые, во втором ряду, где были платочной вязкой провязаны квадратики, над ними буду вязать темные квадратики, а здесь будут идти над светлыми платочной вязки, то есть будет идти другое цветовое сочетание. Итак, третий ряд. Первое, как обычно, кромочная, провязываем двойной нитью лицевую. Далее идет лицевая светлой, изнаночная темной. Лицевая светлой, изнаночная темной. Лицевая светлой, изнаночная только темную нить захватываем. И вновь лицевая светлой, изнаночная темной. И так мы провязали 4 двойных петли. Переносим маркер. И следующий квадратик двойной нитью 4 лицевых платочной вязкой. И четвертый. Переносим маркер и вновь повторяем. Итак, провязываем этот ряд до конца, провязывая над однотонными квадратиками по цвету. Здесь петли двойные, и над квадратиками, провязанными платочной вязкой, провязываем. Здесь, если нить сильно закручивается, необходимо ее немножко раскрутить, чтобы вам легче было провязывать и захватывать одну нить. Так, и здесь еще последнее повторение. Переносим маркер. Здесь провязываем платочной вязкой 4 лицевых и провязываем последний квадратик, тоже петли вяжем уже здесь по рисунку. Лицевые светлые, темные изнаночные. Вот здесь я неправильно подхватила. Лицевая подхватываем светлую нить, изнаночная подхватываем темную нить. И последнее повторение, кромочная, вяжем двойной петлей одну изнаночную. Поворачиваем вязание. Четвертый ряд вяжем. Тоже здесь уже смотрим по цвету. Здесь у нас идут темные однотонные квадратики, значит лицевые провязываем, подхватываю темную нить, изнаночные провязываем светлой нитью. Итак, мы вяжем до 8 ряда. Провязав вот петли однотонного квадратика, получается 8 петель, но на самом деле с одной стороны 4 лицевых и с другой стороны как 4 изнаночных. Переносим маркер, далее 4 лицевых двойной петлей. Переносим маркер и вновь вяжем однотонный квадратик техники двустороннего жаккарда. Итак, я вяжу до 8 ряда. Дорогие друзья, смотрите, я провязала 6 рядов, и мне кажется, вот квадратик в соотношении высота и ширина получился равным. Вот поэтому не буду вязать до 8 ряда, а буду вязать всего по 6 рядов, половина получается раппорта. Смотрите, высоту раппорта вы тоже можете устанавливать, хотите вяжите прямоугольники, хотите вяжите полоски или квадратики. Итак, меняю раппорт узора, меняю цвета квадратиков.
Над однотонными буду вязать как квадратики платочной вязкой. Над платочной вязкой буду вязать черные квадратики. Соответственно, на обратной стороне они будут светлые. И так, первая петля лицевая. И здесь провязываю, получается, на 8 петлях мне необходимо провязать 4 лицевых. Вот захватываю 2 петли, светлую и темную, и захватываю 2 нити с указательного пальца и провязываю 1 лицевую. И повторяю: вторая лицевая двойной нитью, третья лицевая двойной нитью и четвертая лицевая тоже двойной нитью. Далее переношу маркер и начинаю вязать темный квадратик. И здесь провязываю, захватываю темную нить, темную петлю и провязываю темной нитью лицевую. Далее изнаночную светлой нитью. Вновь лицевая темной нитью, изнаночная светлой нитью. Третья двойная петля, лицевая темная, изнаночная светлая. И четвертая лицевая темная, изнаночная светлая. Переношу маркер. Далее вновь квадратик над однотонным вяжем платочную вязку. И здесь захватываем сразу 2 петли, светлую и темную, и провязываем двойной нитью. Итак, 4 лицевых двойной нитью, третья и четвертая. И второй однотонный квадратик тоже темный. Захватываем темную нить, провязываем темной нитью лицевую и затем светлую изнаночную. Темную лицевую, здесь разъединяем петли, и светлую изнаночную. Третья темная лицевая и изнаночная светлая. И четвертая. Вот первый ряд начала заложено. Далее идет платочной вязкой, тоже по 2 петли захватываем и провязываем двойной нитью 4 лицевых. И кромочная тоже двойной нитью провязываем лицевую. Повернули работу, получается 8 ряд. Раппорт у меня будет по половина раппорта 6 рядов, значит полный раппорт 12 рядов. Вновь провязываю кромочную двойной. И здесь у меня платочная вязка, первый квадратик, еще 4 как двойной нитью, 4 лицевых. Далее вяжем квадратик, здесь на этой стороне будет светлый. Лицевая светлая светлой нитью, изнаночная темная темной нитью. Провязываем здесь один светлый квадратик. Получается по четным рядам. Так, третья изнаночная только темной. И четвертая лицевая светлой, и изнаночная идет только темную нить. Захватываем, переносим маркер и платочной вязкой двойной нитью 4 лицевых. Вновь идет светлый квадратик. Чередуем нити и чередуем петли. Лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. И заключительный квадратик, 4 лицевых, платочная вязкая двойной нитью идет, и кромочная тоже лицевая. Далее повторяем, я провязала 2 ряда и еще 4 ряда повторяем как предыдущие 2 ряда. Итак, я закончила вязать полный раппорт, всего 12 рядов, так как у меня один квадратик в высоту 6 рядов. И здесь у меня получился ряд со светлыми квадратиками, ряд с темными квадратиками. И далее начинаю повторять как с первого ряда. То есть здесь в начале ряда начинаю вывязывать сразу после кромочной петли светлый квадратик вот над платочным квадратиком. Провязываю лицевую светлую, и далее идет изнаночная темный. И повторяю: лицевая светлая, изнаночная темный, лицевая светлая, изнаночная темный, лицевая светлой,
изнаночная темный. Следующий идет квадратик платочной вязкой. И здесь мы захватываем 2 петли, темную и светлую, и провязываем двойной нитью 4 лицевых. Вот, и далее вновь повтор. Сейчас провяжу образец на большую высоту и покажу вам, как смотрится вот такой цветовой вариант. Дорогие рукодельницы, я связала второй вариант. Надеюсь, вам была понятна техника вязания. Здесь вот такие вот квадратики получились, темные и светлые ряды. И первый вариант, у меня квадратики чередуются в каждом ряду, и получается диагональный рисунок. Не забудьте поставить лайк, и до новых встреч. Будем вязать еще много красивых узоров. Спасибо за внимание.